У меня сегодня сопровождение вот в виде такой прекрасной собачки. Я ее Пёса зову. Лапочка. Она со мной иногда ходит в походы. Маленькая. Ну, пошли. Пошли. Не знаю, до конца она со мной пойдет или нет. Но уже несколько раз походила прям полностью на целый день. Лужи уже нормально замерзли. Но если хорошо стукнуть ногой, там все-таки еще внизу вода. Но уже такой толстый слой льда, не то что до этого я ходила. Похолодало конкретно. Всех приветствую на канале Белая Ворона. Меня зовут Алина. И я уже традиционно поднялась 3-километровую горку. Я, как обычно, решила просто сегодня сходить в лес, свой грот посетить. Думала, просто прогуляюсь, вышла поздно. Даже не стала штатив брать. Сейчас у меня камера стоит на селфи-палке, опираясь о дерево. Как это у меня уже не в первый раз случается, я решила поснимать, а там что будет, как получится. Либо сделаю видео как небольшой влог, либо, может быть, даже полноценная серия получится. В общем, я сегодня в грот иду в свой. А там видно будет. Планов громоздье, как обычно. А времени на это мало. Темнеет сейчас рано, вышла я поздно. Я вообще сегодня не собиралась в поход идти. Нет, я очень хотела, но думала, у меня не получится. У меня в итоге день освободился, но я поздновато вышла. Поэтому посмотрим, что сегодня будет. Со мной собака собиралась идти. Она уже несколько раз со мной ходила в походы, но я тогда не снимала. Это было летом. И она где-то отстала или убежала вперед. Ну, в общем, она решила побежать по своим делам. Я вот сейчас сижу, снимаю, вижу, вот там вот 3 пёселя бегут, услышали, что я сижу, разговариваю. Для них это странно как-то в лесу видеть кого-то сидящим на корточках и разговаривая с деревом, как им, наверное, кажется. Встали, как вкопанные, и смотрят на меня 3 собаки. Здесь у нас полно таких диких собак бегает по Таргашинскому хребту. Ну, в общем, идем дальше, а там видно будет. Просто решила освободить вот эти березы, потому что среди них упало старое дерево, и они будут расти, становиться толще, и это старое дерево будет вырастать у них. Мне всегда жалко таких деревьев, и по возможности я стараюсь это исправлять, если, конечно, у меня получается. Смотрите, какой малинник я нашла. Летом сколько раз проходила и почему-то не обращала внимания. А здесь, похоже, малины очень-очень много летом. Вот эти все кусты, это все малина. Очень много. Так-то, конечно, пусть зверюшки едят, но можно было зайти хотя бы горсточку съесть иногда. А вон калинушка растет, которую я все никак не могу насобирать. И я вот думаю... У нас тут калины полно везде, поэтому я не обделю птиц, если немножко себе на зиму соберу все-таки.
Я все всегда оставляю на обратный путь, и все кажется, что я соберу, еще соберу. Какая вкусная. Но в итоге я всегда возвращаюсь поздно, по темноте. Я думаю, что в этот раз, возможно, такое же будет. Поэтому сейчас я не поленюсь и немножко соберу себе в пакетик. Главное, чтобы она не подавилась. Вот столько я пособирала. Всю не стала дерево собирать, чтобы птичкам тоже осталось. Для зимы, конечно, мало, но у меня другая же еще ягода есть. Вот что по дороге нашла. Сколько щепочек классных вообще для розжига. Разжигать такими классно. Эх, это все бы мой грот. Вот так вот. Щелкнул пальцем и переместилась бы. Несколько можно взять в боковой карман. Лужа замерзла так, как будто... Вот так вот, когда снимаешь вот с этого ракурса, получается как будто 3D. А на самом деле она просто плоская, ровная поверхность. Вот. То есть это все подо льдом. Вот еще капельки замерзли, они прям замерзшие. Тоже красиво. Подо льдом. Мои любимые деревья. Традиционное приветствие. Я решила, вдруг неожиданно, зайти в одну избушку. Была я всего раз в ней, хотя про нее давно знаю. И была я весной, когда еще был снег и наледь. И было очень-очень скользко туда идти. И заходила, как оказалось, я не с той стороны тогда. И вот сейчас я решила немножко с другой стороны зайти. Но, если честно, не знаю, правильно ли я делаю. Тут очень крутой склон к ней. Спуск, вернее. И сейчас самое время в нее сходить, так как сейчас трава сухая, она немного скользит, но не так, как это будет, когда выпадет сейчас вот снег. Будет очень-очень скользко. Так же, как я вот ходила, март или апрель, там запись должна быть. Было очень-очень скользко и опасно. Я помню, мне было сложно туда спускаться и идти до этой избы. Сейчас самое время осенью. Пока снега нет, он уже выпадал, как вы помните.
Причем я думала, что он уже все улегся навсегда, потому что его было немало. Но солнышко пригрело, и он растаял. Я вам про нее как-то говорила, помните, когда лазила там по гротам, говорила, что я схожу в эту избу, называется она «Радость». И построил ее Игорь Орловский. Вот. И это его изба. Он ее там потихоньку вроде бы копает или копал, раскапывал. Главное мне сейчас правильно к ней найти спуск, потому что я в прошлый раз неправильно к ней подходила, конечно. Ну, посмотрим сейчас. Я только зайду, даже, наверное, сидеть там не буду. Там ни печки, ничего нет. И пойдем дальше, потому что времени у меня мало. Просто покажу вам такую избушку интересную. Когда я весной ходила, и мне пришлось от снега очень долго разгребать, чтобы зайти, там дверь засыпала снегом, и я не могла войти. Вот сейчас самое время сходить, когда ни снега нет, и не скользко. Отлично спускаться. Я думаю, сейчас найду, где к ней лучше подойти. Я уже подхожу. Вот такой здесь обрывчик. Скалки такие. И у него здесь уже давным-давно вот эти дрова стоят. Куча дров. Но самое интересное, что печки у него в избе нет. И костры здесь тоже не жгут. Тут нет костровища. Так как изба находится на довольно-таки приличной высоте. Где-то посередине горы. Хотя я бы здесь сделала костровище, если честно. Столько дров пропадает. Но из них он что-то другое, наверное, планировал сделать, потому что, видите, они все подобраны такие тоненькие, и все как бы, ну, как один такие. Вот, лавка приличная. Не знаю, как он ее сюда тащил. Вряд ли он ее здесь сделал, хотя все возможно. Ступеньки. Я его как-то встретила в лесу, и он мне сказал, что он идет что-то там в избе подремонтировать. Я думаю, вот эти ступеньки, я не помню. Я зимой же была, ну, в смысле весной, но была еще почти зима. Не помню, были ли вот эти вот штуки на ступеньках. Ну, потому что ступеньки были просто напрочь завалены снегом. И их просто видно вообще не было. Поэтому я не в курсе. Но мне кажется, вот это все свеженькое. Здесь у него, насколько я знаю, огород. Не знаю, следит он за ним или нет, но сделано прикольно. Прям так отделано. Вот. Так вот дровами. Здесь ступеньки сделаны. И вот там внизу тоже, по-моему, огород, еще что-то. Я туда не спускалась, так это все снегом было завалено. Сейчас я спущусь, наверное, посмотрю. Здесь еще такая грядка, походу. Вот здесь по ступенькам подъем. Я помню, здесь очень было скользко, когда я шла. Вон она, сама изба «Радость». Это я чуть позже все покажу. Вот это место, конечно, было бы прикольно здесь костровище сделать, так лавочку. Но здесь, конечно, растут деревья, их ни за что уничтожать нельзя. Ну, понятно, что костровище здесь не сделать. А так, прям такая площадка классная. Можно было бы тут неплохую зону отдыха сделать. Так. Идем вон туда вниз. Посмотрим, что там. Вот, кстати, как он здесь, у него все отделано под избой. Ну, это грядки. Здесь я вижу хрен. Может, еще что-то росло или растет. Такая вот грядка. Прям, видите, и камнями там заложено, и ветками. Там столбики стоят. Я думаю, они очень хорошо там стоят. Вот внизу камни. То есть это все укреплено нормально. И вот, кстати, где я стою, я тоже стою на такой же полке, которая очень хорошо отделана.
А что вот здесь? Почему здесь так? Я бы подумала, что это погреб. Но я не уверена. Ух ты. Да, это погреб. Не знаю, что он там хранит. Лазить я не буду. Очень интересно было для меня. Неожиданно. Я здесь в прошлый раз, вот когда была, видела моралов. И... О, слышите? И сейчас услышала тоже. Они здесь очень часто ходят. Где-то на той стороне есть. А в прошлый раз прям на этой стороне были, прям возле меня. Но я тогда не снимала. Слышите? Ой, я так люблю, как они так лают. Прикольно. Ну, понятно, что из-за деревьев их не видно. Но они где-то прям недалеко на той стороне. Я надеюсь, слышно. Короче, здесь находиться прикольно из-за того, что здесь большая вероятность увидеть моралов и косуль. Их здесь очень много. И я не первый раз уже слышу, вижу. Так, ну вот. Пришли мы в избу. Так она выглядит. Я бы, конечно, усовершенствовала немножко, но это не мое дело. Открываете дверь, и здесь сразу вот название пещеры, кто что. Вот, кстати, могу снять для вас. Тут вот печки нет, плохо. Знаете, какой минус? Вот тут вот эта дверь, я вот и заходила, видите, куртку заморала. Когда я тогда заходила, я тоже вся вон обтерлась, вон она вся сыпется. Я бы вот эту штуку, конечно, заменила или закрыла бы чем-то. Вот сейчас здесь тепло. Вот тетрадка, сейчас я запишусь. Такой вид из окна здесь. Вот там можно залезть. Там есть такая небольшая комнатка для ночевки. Там Игорь ночует. И я все тоже хочу сходить сюда поночевать. Просто ради интереса. Я люблю такие места. Вот сапоги у него здесь. Полка такая. Всякие нужные вещи висят, лежат. Табуретка, шлепки даже есть. Ведро, наверное, для раскопок. Эти железные, я не знаю для чего, может быть, планировалось все-таки печь. Ой, опять моралов слышно. Так, может быть, все-таки видно их будет. Слышите? Они уже где-то в этой стороне были, короче, они где-то в той. А теперь где-то вот там. Мне кажется, очень хорошо слышно. Я когда в своем гроте ночую, я тоже очень часто их слышу. Они передвигаются прям, по звуку слышно. Они уже где-то наверху. В ту сторону пошли, короче. Но я их не вижу. Обычно так посмотришь по звуку и увидишь, где они. А сейчас их не видно. Видимо, они в той чаще, где вот зелень, и там вообще не разглядишь ничего. Лучше всего зимой видно, так как белый снег и деревья лысые совсем. И их очень хорошо видно. Ладно, давайте не будем отвлекаться. Времени много уходит. Сейчас надо запись в избе оставить. Я думаю, что как-нибудь я все-таки схожу сюда с ночевкой. Но мне-то неизвестно, когда это будет. Возможно, только в следующем году. А возможно, вдруг раз и появится такая возможность. И я решу вот
Вот прям на днях пойти. Кто его знает. Сейчас найду свою запись сначала. А вот узнаю свой почерк, нашла. Это было 23 марта этого года, весной. Ну ничего, после меня тут были еще люди. В марте еще были еще 3 раза после меня. Ну это все в один день. Просто разные записи решили оставить. Потом в апреле 1 раз были, в мае 1 раз, в июле 1 раз, в августе 1 раз, в сентябре 1 раз. Ой, даже 17 октября, даже 23 октября. Последний раз здесь были 23 октября, а сегодня 29 октября. Ветром дверь пытается открыть, но там она как на такой штучке закрыта. Витрина-то сегодня не маленькая. Так, запись я оставила. Надо быстрее идти, уже время прилично. А то я вообще не успею в своем гроте совсем посидеть. Я даже не знаю, буду ли я сегодня там костер жечь, хотя достаточно холодно. Кстати, сейчас немножко попозже я посмотрю, сколько градусов там градусник висит. Я еще решила все-таки туда маленько пролезть. Сейчас тоже это сниму. Ветер, конечно, капец поднялся. Да, оттуда, конечно, холодом веет. Спать, наверное, там холодно. Я туда ни разу не лазила, там все время грязно, и даже сейчас-то я не знаю, лезть мне или нет, хочется, конечно. Чувствую, я сейчас вся буду черная, как не знаю кто. Ой, блин. О, замок. Интересно. Ой. Грязная буду, капец. Зачем тут, интересно, замок, непонятно. Фу, вот такое тут помещение. Наверное, все-таки надо слезть туда. Потому что обратно мне задом неудобно выходить. Все равно придется слазить. Да, уж вот так ползком вниз головой не очень-то слазить, конечно. Ой, как интересно, у него тут целая прям комната. Я и фонарик-то не взяла. Ну, я подсвечиваю телефоном сейчас. Полагаю, здесь можно спать. Да, это для того, чтобы ночевать. Дерево это хорошо. Ой, я чушка, наверное, вся грязная. На себя со стороны я, к сожалению, не могу снять в таких условиях. У меня, во-первых, нет штатива, я же не планировала снимать. Во-вторых, я фонарик не взяла, меня будет совсем не видно. Поэтому только так. Вот эта гора земли, это выкопано. Он же и роет дальше эту пещеру. А вот еще один выход. Вот отсюда очень сквозит. И вот поэтому еще ночевать здесь холодно. Поэтому я бы вот здесь, вот, конечно, засыпала. Либо, может, он еще один вход, конечно, хочет сделать, чтобы в эту комнату было удобно заходить. Но пока это, конечно, лучше закрыть. Но если бы я пришла ночевать, если я приду ночевать, я, конечно, вот этими, может, мешками, например, временно там затолкаю. Ну, ладно, об этом зачем сейчас говорить. Крючочек даже есть. Интересно. Вот оттуда я приползла. Представьте, как там плоско. Я сейчас вся чувствую грязная буду. Так, вот еще комната. Сидушка вся грязная. Что-то в мешках, бутылки зачем-то. Для чего-то они, видимо, нужны.
Еще там стройматериалы какие-то. Жалко, что он сейчас редко ходит, редко и занимается. Видимо, в планах у него очень многое было, но ему сейчас некогда этим всем заниматься. Он ходит, конечно, но гораздо реже сейчас, чем раньше. Когда только начал строить, он здесь чуть ли не жил. Ну, по его словам, когда я его встречала, он мне так говорил. Так-то тут очень интересно, я тут не была внутри. Вот, тут, кстати, градусник внутри есть. Ну, как бы... Так, сейчас я под каким ракурсом, чтобы видно было. Вот. Или 8, 9, ну где-то так. Чайник такой прям хороший стоит, кружка. Вот, походу, там можно еще куда-то пролезть, но это не факт. Ну, уж я сейчас точно не полезу туда. Возможно, можно, возможно, нет. Может, он там копает. Дальше проход. Вот из этой комнаты я пришла. Это где ночевка? Возможно. Там камушками заложено, наверное, тоже была щель. Дверь хлопает и заглушенно слышно, аж страшно. Как будто кто-то там ходит. Так, ну вот. Так вот внутри все выглядит. Представляете? Кажется, что тут хода нет больше. Ничего интересного нет. А вот так чуть-чуть пролезете и окажетесь в такой комнате. Я думаю, здесь прикольно было бы с ночевкой прийти. Когда-нибудь я это осуществлю, конечно. Вот сколько камней мелких. Это все было прорыто и выкопано. Планируется тут, видимо, несколько комнат сделать, возможно. Ну, а мне лезть сейчас опять вот туда вот ползти. Сейчас опять... О, смотрите, я еще одну бабочку нашла. Помните, уже 2 снимала? Вот так вот они иногда забираются, прикольно. Класс. А я лезла, не видела. Хорошо, что я нечаянно ее не смахнула с собой. Вот туда мне лезть по этой щели. Ой, так неохота, блин. Ну, а что делать? Не оставаться же здесь жить. В этой яме. Сейчас куртку я, конечно, учухаю все. Сегодня не планировалось у меня это все. Ни съемка не планировалась, ни лезть в какую-то дыру, блин. Пещеру какую-то. Ёк, как же ж неудобно. Особенно с камерой. Сейчас я чувствую, шапка у меня вся будет. Вон мой пауэрбанк лежит, главное его не забыть. Фу, короче, я устала на локтях ползти, мне пришлось лечь, чувствую, сейчас вся черная буду. Кстати, зато отсюда можно снять избу вот с такого ракурса. Не знаю, будет меня видно или нет, я не селфи снимаю. Поэтому я себя не вижу, это чтобы... Почему не селфи? У меня в селфи почему-то не включается фонарь. Чтобы фонарь на меня подсветил. Вот как я отсюда лезу. Не знаю, видно будет или нет. Надеюсь, видно. Так. Опа. Чуть не упала. Ну, можно сказать, я упала. Видно яму, не видно, вон она. Куда я выползла. Так, пауэрбанк не забыть. Мне еще заряжать надо сейчас. Телефон дальше. Оп. Фу. Все, я вылезла.
Так, сколько на улице сравним? Сколько там? 5. Ровно 5. Ну вот, а там внутри было 8 или 9. Да, представляете, насколько там теплее? Вот я говорю, сейчас там ночевать-то, наверное, нормально было бы. И ветра нет. Ладно, все, пока, избушка. Надо мне идти в мой грот. А то время уже много. Темнеет рано. Ничего не успею. Моралы, кстати, все, не слышно их, не видно, не слышно. Все, идем дальше. Традиционно составила людям дровишки. Они, как всегда, были разбросаны. Может, ветер их раскидывает, не знаю. Обычно иду по дороге, скоро снег выпадет, их засыпет просто. Они просто... Витрина сегодня жуткая. Вообще жесть. Ветки вот такие падают. Я сейчас ее подниму. Пусть сохнет, в гроте лежит. Решила пока нести. Сколько пронесу, столько пронесу. Донесу до грота, так донесу. Нет, так где-нибудь ее оставлю, зацеплю. Витрина жуть. Здесь, кстати, на хребте очень часто сильный ветер. Но сегодня сам по себе ветер сильный. Жуть. А на хребте тем более. Вон он уже, мой грот виднеется. Вон внизу базаиха. Там вижу по краям наледь у нее уже. И снега немножко есть. Кстати, вода не замерзла, здесь теплее гораздо. В этом месте вообще теплее. Вот это вот я вообще не понимаю. Что, кто-то яйца сюда тащил или что, или зачем это вообще? Понятно, положили сжечь. Неужели с яйцами? Ну, это только могли на чем-то приехать. Вряд ли пешкодрапом на такой штуке яйца притащили. Хотя, все может быть. На костер сегодня делать не буду. Во-первых, сэкономлю дрова, потому что я принесла только сырые вот эти ветки. Во-вторых, времени мало. Хочется, очень хочется у костра посидеть. Такой шикарный вид всегда с моего грота. Но времени в обрез. Я сейчас быстренько перекушу, так как я уже есть сильно хочу. Здесь посижу, книжку почитаю, что мне там написали. Ну-ка, сколько там градусов? В гроте 5. В гроте 5. Вот. 2 градуса, по-моему, всего. Котик мой. Я тетрадку взяла. Сейчас почитаю. Я же все-таки взяла этих щепок. Вот они. Еще прихватила коры немного березовой по дороге. У меня, конечно, теперь весь рюкзак в этих щепках, блин. Ну, боковой, правда, карман. Он у меня и так весь дряб. Уже кушать, да. Дальше идти. Кофту повешать, что ли, пока не сушила. Вообще не думала, что я там где-то лазить сегодня буду. Думала, вообще просто, потому что поздно пошла. Чисто только просто в мой грот дойду и обратно. Если я пошла уже, то пошла. Как жалко, что сейчас не лето. Не люблю я зиму, что не говорите. Я знаю, что многие любят, а я нет. Я только люблю ее за красоту. А за ее холод терпеть ее не могу. И за короткие дни. Мне кажется, она много жизни
сжирает. Это зима. Летом как бы дольше, мне кажется, живешь. Ну вы поняли, в каком я смысле. Надеюсь, что поняли. Ой, как сейчас красиво. Там тучи такие, и солнце выглянуло. Прям офигенно. Люблю вот так сидеть здесь, чаек пить, кушать и смотреть вот эти дали. Разглядывать виды. Они мне никогда не надоедают. Люди, я вас люблю, я такая добрая. Приходите, берите мои дрова, пожалуйста. Для вас их натаскала и натаскаю еще. Кто-то тут камушков понаоставлял. Вот таких. Видите? Кто-то украшает гроту, кто-то свинячит в нем. Все, я все собрала, все по местам расставила, прибралась. Идем дальше. Вон как там красиво. А мне туда, в эту красоту. Все, пока, гротик. Прости, что я недолго была, замерзла вообще прям. Блин, я офигеваю, тут столько интересного. Вон там сова сидит, вон она. Это раз. Во-вторых, моралы орут. Да где-то близко совсем. Блин, я боюсь, что я сейчас пойду и сову испугаю морал. Ну, попробую к сове подойти хотя бы. Она прям на меня смотрит. Вон она, белая точка, видите? Я первый раз так близко вижу. Я видела сов, но они обычно выше сидят. А это вот она сидит, на меня смотрит. Я ее, конечно, вспышкой сейчас ослеплю. Опа, видели, полетела. Вон она. Вон она полетела. Вообще так близко. И О, слышите? Моралы совсем близко орут. Я здесь не раз же ходила. Никогда так близко к сове не подходила. Сов я видела не раз, но никогда не успевала их снять. Они улетают и все. Либо сидят очень высоко. А тут прям низко. Как я ее увидела, уже как-то сумерки же. Короче, время от времени прям рядышком слышно моралов. И главное, то в этой стороне. О, слышите? То наоборот в той. Слышали? Надеюсь, слышно было. Вот, сейчас опять. Как будто собаки лают. Во, теперь в той стороне. Во, слышали? Надеюсь, слышно. Вот сейчас опять. Но было прям рядом. Они, видимо, все-таки услышали меня. Так охота ночевать остаться. Ну, ё-моё. Мне надо быстрее нестись, а то я, блин, доболтаюсь, доснимаюсь и пойду пешком домой. Слышите? О, они прям близко опять были. И такое ощущение, что они перекрикиваются. Одни, короче, там близко прям орут, а другие совсем в противоположной стороне, где-то далеко. И такие крики на весь лес стоят, прям на весь лес. Там орут, здесь орут, капец просто. Я сейчас без вспышки просто снимаю, чтобы батарею не тратить. Во. Вот сейчас, наверное, слышно было хорошо. Из-за этого не видно, куда идти. Все в лицо прям глаз свечу. Вот. Втопило так, что аж, блин, мокрая, как мышь, вся, как из бани. И Алина, как всегда, пошла погулять, свой грот называется. Вот это точно уже, наверное, последняя запись, но только если я не встречу медведя в лесу или косулю или еще кого-то. Фу, ну что-то интересное, короче. Ну, если меня не съедят вперед. Ладно, еще раз всем пока. Буду очень рада, если вы подпишетесь на мой канал. Можете писать комментарии. Видео у меня будут выпускаться гораздо позже, чем я их снимаю, потому что наснимала я материала заранее.
где-то я, по-моему, говорила, выпускать у меня не было возможности их редактировать там и канал, в общем, раньше свой сделать. Я его сделала только вот прям недавно, только что, можно сказать. И туда еще только показываю, где на данный момент 2 видео. Когда вы будете вот это видео смотреть, там уже, наверное, будет фиг знает сколько этих видео. Вот, всем пока.